Привет, друзья! Мы с вами на канале Мир Инструмента, и сегодня я хотел бы поговорить о таком интересном материале, как бетон. Я приготовлю бетонную смесь и опробую ее при изготовлении таких простых и полезных предметов для сада, как садовый камин и горшки для садовых растений. Чтобы отлить из бетона нужную форму, мне понадобится опалубка. В моем случае все просто. Я приготовил пластиковые ведра разных размеров. Одно на 20 литров, другое на 12. Я просто вставлю одно в другое и залью туда раствор. Получится отличная форма для садового горшка. Ну а для камина я подобрал вот эти вот тазы. Ну что, пора приступать к приготовлению раствора. Вообще раствор можно замешивать и вручную, но проще, быстрее и эффективнее это сделать при помощи бетоносмесителя. Мне понадобится Портланд-цемент 500 марки, песок, щебенка, ну и, конечно, вода. И вода, чем чище, тем лучше. Желательно даже питьевую использовать. Бетоносмеситель, кстати, отечественный, производится в России на заводе с многолетней историей и на самом современном оборудовании из качественного металла. Базовые пропорции замеса раствора такие. На одну часть цемента добавляем 2 части песка, 3 части щебня и треть части воды. Так мы получим прочный, проверенный бетон для широкого круга применения. Включаю аппарат и произвожу базовый замес. Кнопки в этой модели выполнены с учетом стандартов безопасности при работе с электрооборудованием на открытом воздухе. Они имеют водозащитное покрытие и защиту от случайного пуска. Сейчас кажется, что раствор слишком сухой и нормально не протечет в опалубку. Хочется добавить воды, но это ухудшит качество бетона. Здесь нас выручит пластификатор, специальная добавка, которая дает разные полезные свойства – тягучесть, морозостойкость и другие. Так, раствор готов, прошло 5 минут, он отлично перемешался, консистенция прекрасная, напоминает сметану. Все, можем начинать раскладывать по формам. Для того, чтобы легче впоследствии было извлечь наши горшки из опалубки, я смажу стенки машинным маслом. Большое ведро я смажу изнутри, а маленькое снаружи. Ведра можно будет использовать не один раз и изготовить целую партию садового горшка. Готово. Ведра смазаны, накладываем раствор. Механизм опрокидывания здесь педальный, что облегчает жизнь. Если сравнивать его со стандартным штурвалом, мне нужно лишь небольшое усилие. Сейчас я налью получившийся раствор на дно, разровняю его. А теперь мы можем ставить маленькое ведро и прокладывать оставшееся. Он тут прекрасно под собственным весом, несмотря на то, что густой, протекает. Как раз толщина стенок будет то, что нужно. Если сюда огрузить его ведром, мне кажется, тут можно ведро воды прям налить, и будет огружено достаточно. Чтобы раствор равномерно разошелся по формам и не было никаких полостей и дефектов, мне нужно выгнать весь воздух на поверхность.
Удобнее всего это делать при помощи резинового молотка или виброшлифовальной машины. Итак, основная работа завершена. Было совсем несложно, правда? Весь раствор распределен по формам, и осталось подождать всего несколько дней, чтобы увидеть результат. С момента заливки прошло 3 дня, раствор засох, отлично, все. Можно вынимать из опалубки. Так, переворачиваем нашу емкость. Ну, она отлично сама отходит, поскольку предварительно все намазано было маслом, никаких проблем нету. Так, теперь посмотрим, насколько легко удастся вытащить середину. Она тоже отходит, но потребуется немножко больше усилия. Я уже могу сказать, что выглядит очень хорошо. Довольно ровно все залилось, практически нет никаких пузырьков. Первый есть. Ну что, классный горшок получается. Неровный край, вот этот. В принципе, можно оставить так, но можно обработать рашпилем. Можно шкурку использовать крупную. Как по мне, так получился отличный горшок для садовых растений. Не терпится теперь посмотреть, какой же у нас получился садовый камин. В принципе, тут операция та же самая, повторяется. Выглядит отлично. Здесь с обработкой краев то же самое. Прохожу рашпилем. Все, последняя опалубка снята. Получилось, по-моему, великолепно. Разные формы, но все одинаково хорошо выглядят. Теперь только осталось посадить туда растения и изготовить садовый камин. Итак, растения высажены, и осталось сделать садовый камин. Здесь вообще все просто. Металлическую решетку вырезаю ножницами по металлу нужной формы. В качестве источника огня я использую биотопливо для каминов. Сверху положу декоративные камни, и будет отлично. Вот довольно быстро и без особых сложностей я сделал классные декоративные камины и горшки для сада. Подписывайтесь на канал Мир Инструмента, впереди много всего интересного.